Привет, друзья! В новогодние праздники я решила записать для своих подписчиков Boosty и Patreon новое видео, на котором мы нарисуем морского дракона, ведь сейчас наступает год дракона. Почему бы не запечатлеть этот момент, изображая символ наступившего года? Мне хотелось, чтобы это выглядело реалистично, как картина, и дракон был погружен в среду, а именно в воду, в красивую морскую пучину. В этом видео мы разберем технику рисования воды вот в таком вот ракурсе вида сверху. Не забудьте поставить этому видео лайк и давайте начнем. Прием рисования воды – это такой технический момент, который нужно натренировать. Для того, чтобы вы могли понять логику того, как распределяются формы, цвета, свет и тень по воде, и уже импровизировать, а не пытаться каждый раз досконально копировать фотографию или референс. Начинаем мы с того, что смачиваем лист, и пятнами, я работаю плоской прямоугольной кистью, я распределяю по листу цвета и оттенки, которые у нас будут присутствовать в воде. В воде присутствует несколько цветов синего и голубого. Это может быть изумрудный, это может быть ФЦ голубой, это может быть бирюзовый, ультрамарин, берлинская лазурь. Оттенки могут быть разные, и вы можете на разных образцах поэкспериментировать с разными сочетаниями. Если вы откроете картинку цветового круга, то это цвета вот от бирюзового до почти что фиолетового цвета. Какие конкретно цвета будут у вас, зависит уже от вашей конкретной задачи. Но обязательно, чтобы цветов было несколько, тогда вода будет переливающаяся, живописная и более живая. Я предполагаю, что здесь есть какой-то камушек, для того, чтобы тоже передать эту фактуру того, как прозрачная вода немножко просвечивает, пропускает цвет камня, который уходит под воду. И, как вы видите, я добавила на лист несколько оттенков. Где-то более темные пятна, где-то более светлые, где-то вообще остались практически светлые участки. То есть здесь есть уже вариация, градация. Во вкладке «Сообщество» либо в моем канале Telegram или на сервисах Boosty и Patreon в постах, датированных выпуском этого видео, вы найдете референсы к этим работам и сможете выбрать несколько и попробовать потренироваться. Что я делаю дальше? А дальше я добавляю как бы кирпичики, но неровные кирпичики, скажем так. Скорее это даже похоже немножко на чешую какой-то рептилии. В данном референсе у нас вся фактура воды будет выглядеть именно вот так, вот такой вот как бы чешуей. То есть мы добавляем цвет на влажную бумагу, оставляя в промежутках небольшие просветы. В некоторых референсах можно делать их маскирующей жидкостью. Здесь я просто хотела показать пример того, как это можно делать без маскирующей жидкостью. Маскирующая жидкость дает более такой жесткий эффект для более контрастного, яркого освещения. Если краска сильно растекается, вы можете взять чуть влажную кисть, салфетку, вот она у меня находится в левой руке, видите, я постоянно убираю кисть и промакиваю лишнюю краску, собираю ее кончиком кисти и промакиваю ее об салфеткой. Потом опять, даже не промывая, а вот именно об салфетку каждый раз вытираю кончик кисти. И немножко еще усиливаю тон в том месте, где у меня будут находиться камни, потому что под камнями идет тень, то есть свет там, где ему ничего не мешает, он проходит через воду, там вода светлее, а с той стороны, где у нас будут камни, там вода будет темнее, и, соответственно, вот этот узор, он тоже будут более темные пятна. И можно немножко коричневого добавить в эту смесь, это может быть, например, сиена жженая, для того, чтобы передать эффект того, что вот камушки, они просвечивают. В самих пятнах оттенки цветов я тоже варьирую. Где-то беру более изумрудный цвет, а где-то, может быть, уходить он больше через голубой, больше в синий. Ну вот вы видите пример
который находится с левой стороны, я экспериментировала с цветами, и в момент, когда вы варьируете оттенки, нужно смотреть на то, чтобы у вас совсем не было пестроты. То есть они все-таки варьируются не по одному, а как бы ну, постепенно вот эти пятна, они переходят от одного оттенка к другому. То есть если вы предполагаете, что у вас, например, там по левой стороне более темный участок, вы туда добавляете уже, ну, как бы и пятна более темные. А если вы предполагаете, что куда-то дальше уходит более светлая часть, там набираете более светлые цвета. Если у вас уже достаточно темно набралось, можно работать через протирание. То есть здесь в левой части частично я добавляю более темный цвет, но где-то мне уже приходится протирать, потому что темнота уже достаточная для того, чтобы ну, был вот этот эффект воды, текстуры воды. Все это нужно сделать, пока бумага влажная, только вот потом уже, когда мы добавляем камень, мы уже можем текстуру добавлять по сухому. Если мы начнем лезть в текстуру воды по сухому, она уже будет чуть более грубая, то есть здесь нужно будет работать по-другому, более деликатно. Но в любом случае, если вам нужно еще что-то доработать в воде, то тогда нужно подождать более полного высыхания, для того, чтобы ну, не свозить предыдущий слой, чтобы это получалось более ровно, более аккуратно. Во втором варианте я постараюсь сделать переход немножко с перспективой, то есть где-то вода будет почти что сверху, а где-то она будет уходить вдаль уже такими как бы горизонтальными полосами. То есть мы постараемся изобразить переход от горизонтальной поверхности почти что в вертикаль. Все точно так же я смачиваю лист, и с верхней части я начинаю с горизонтальных полос. Немаловажным моментом является выбор кисти. Поэкспериментируйте с разными кистями. Здесь я тоже беру каллиграфическую кисть, беру синтетическую кисть. Я в итоге останавливаюсь на синтетической кисти в небольшом размере. Она для меня более подконтрольна и позволяет более четкие формы задавать. Внизу добавляю в свободном режиме по мокрому уже каких-то пятен, и по более подсохшей бумаге начинаю оформлять их более четкими, более яркими, контрастными пятнышками. И где мне надо, между ними протираю цвет для того, чтобы излишки краски собрать, чтобы они были между собой разделены. Опять же повторюсь, что вот этот навык, он техничный, и то, как растекается у вас краска, будет зависеть от бумаги, от того количества воды, которое вы набираете. И почувствовать эту воду можно только пробуя. Никак иначе ни один педагог, ни один специалист вам не объяснит, какое количество воды вам нужно для того, чтобы получить пятно того или иного размера. Поэтому я и предлагаю вам попробовать. Это очень хорошее упражнение для того, чтобы вот эту влажность почувствовать, сколько пигмента нужно набирать на кисть, чтобы действительно пятно было той насыщенности, которая вам нужна, и в то же время какая пропорция воды должна быть. Это регулируется только на уровне ощущений и через пробу и тренировку. Постепенно перехожу от таких кругленьких пятен, начиная вот эти вот полоски. Вот у нас идут как бы такие круглые, как чешуя, да, такая, как чешуя какой-то рептилии. Постепенно они переходят в такие полоски. Кстати, если мы рисовали рептилию, мы будем рисовать дракона с моими подписчиками на Boosty и Patreon. Если вы тоже хотите с нами рисовать, присоединяйтесь, все ссылки есть в описании. Так вот, постепенно мы переходим в горизонтальные полосы. То есть у нас, по сути, вот эти вот фигуры, они начинают, такое иметь как бы немножко перспективное
сокращение. На самом деле здесь ничего сложного нету. Опять же повторюсь, что вопрос техники и тренировки. Основные моменты, логику, которую нужно учесть. В воде точно так же, как и на суше в объемных формах, есть свет и тень. И светлые полосы, которые мы видим, это выпуклости волн, на которые попадает большее количество света. Оттенки воды меняются в зависимости от того, есть ли какие-то преграды свету. То есть, например, если свет немножко загораживается скалой или какими-то тенями от других предметов, или глубина где-то больше, то вода может быть темнее. А где-то, где у нас попадает больше света, наоборот, вода может быть более бирюзовой, или там может просвечиваться дно или камни. Не расстраивайтесь, если с первого раза краска не слушается вас так, как вам бы хотелось. Пробуйте, тренируйтесь, нарабатывайте уверенность руки. До встречи в следующих видео. Пока!